Здравствуйте. Во всем мире аналитики и политологи размышляют о методике действий и целях террористов из международной группировки под названием «Исламское государство», также известное как ИГИЛ и Даиш. Известный американский журналист и консультант силовых и разведывательных структур США Роберт Каплан назвал ИГИЛ порождением анархии, которая возникла после развала секулярного аббасидского режима Саддама Хусейна в Ираке. Правда, он не дает ответа на вопрос, что делать теперь, хотя мимоходом замечает, что утилизация руководства Сирии, Ирана, а также России в борьбе с ИГИЛ соответствует американским интересам. А если посмотреть предпосылки создания этой террористической организации, будет очевидно, что США фактически и создали этого монстра, неважно, намеренно или случайно, вследствие очередных системных ошибок Вашингтона на Ближнем Востоке. Во время оккупации Ирака, которая началась в 2003 году, на границе с Кувейтом был создан крупный лагерь для бывших военнослужащих армии Саддама Хусейна и партизан иракского подполья, в которое входили радикальные исламисты, включая боевиков Аль-Каиды. Сам лагерь был построен на территории, где раньше размещалось специальное телевидение, ведущее антииранскую пропаганду. А его назвали в честь офицера пожарной службы Нью-Йорка Рональда Букка, который погиб 11 сентября 2001 года. Это пенитенциарное заведение начало быстро заполняться, а после скандала в тюрьме Абу-Грейб, где американские военные издевались над пленными иракскими солдатами, большая часть заключенных оттуда была переведена в лагерь Букка. Общее количество размещенных там лиц составляло не менее 100 тысяч человек. В мае 2009 года большинство из них было освобождено, и, как предполагал тогдашний шеф полиции Ирака Саад Аббас Махмуд, 90% выпущенных на волю боевиков снова взяли за оружие. Он предупреждал, что проблема настолько серьезная и велика, что правительство Ирака и власти просто не понимают, что им грозит в будущем. Именно в этом лагере и зародилось исламское государство. Не только самозваный халиф Абу Бакр аль-Багдади содержался 5 лет в этом месте, но и другие члены высшего командования этой террористической организации. Его помощник Абу Муслим аль-Туркмани, главный концептуалист исламского государства Хаджи Кар, который проповедовал уже в лагере, Абу Касим, ставший начальником над всеми иностранными боевиками, и многие другие. В целом, лагерь Букка стал превосходным местом для учебы, индоктринации и укрепления социальных связей между радикальными элементами, многие из которых мечтали уничтожить США. Между тем, американские военные предупреждали о росте проблем, среди которых усиление сектантских настроений и даже формальное внедрение закона шариата среди заключенных. Но, тем не менее, радикализация и заложение основ сотрудничества между будущими членами ИГИЛ продолжали проходить под непосредственным надзором американских силовиков. Когда был спровоцирован гражданский конфликт в Сирии и политический кризис в Ираке, террористы почувствовали, что окно возможностей для них расширяется. Первоначально они сами активно взаимодействовали с американцами под видом умеренной оппозиции. Тот же Абу Бакр встречался с сенатором Маккейном. А материальная помощь от автомобилей фирмы Toyota до амуниции и снаряжения попадала на склады ИГИЛ. Однако феномен этой организации намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Ошибка многих лиц, принимающих решения по проблеме ИГИЛ, состоит в том, что в ход идет сравнение с предшественниками из числа террористических группировок, будь то Аль-Каида или радикальные националистические движения, которые хотят свергнуть какое-то правительство. И даже если сделать сравнение с салафитскими группировками, есть принципиальное различие, на основе которых и появилось исламское государство. Например, Аль-Каида ставила своей целью изменить мир, обозначив своей целью Америку как воплощение зла. В первую очередь стратегия Аль-Каиды была направлена на изгнание США из региона Большого Ближнего Востока. Целевой аудиторией Бен Ладена были люди, исповедующие ислам, и Аль-Каида через некоторое время стала мировым брендом. Но многие из тех, кто первоначально симпатизировал Аль-Каиде, разочаровывались ее действиями после очередного теракта, от которого погибали невинные мусульмане. Это также привело к разногласиям внутри организации, структура которой состояла из внутреннего, довольно закрытого ядра, более широкого внешнего кольца последователей, которых отправляли на задания, а также фанатиков-новобранцев, которых рекрутировали через свои ячейки. Послание внешнему миру делалось нечасто, а медиатехнологии были примитивными. Финансирование осуществлялось через центральный орган, который распределял средства ячейкам на местах. У исламского государства изначально была иная структура, так как организация возникла на основе консенсуса из разрозненных группировок.
Помимо сетевой структуры, практически сразу же была осуществлена попытка создания квазигосударства, то есть контроля над определенной территорией и даже оказания социальных услуг населению. Если Аль-Каида действовала как конспиративная организация, устраивая отдельные акты, как правило, взрывы на объектах, связанных с США или их союзниками, то ИГИЛ начали вести практически конвенциональную войну с применением военной техники, атрибутики и символики. Это создает не только проблему, связанную с противодействием, но и определенную правовую дилемму. Против террористов, как правило, работают специальные службы безопасности и полиция, тогда как война – это дело вооруженных сил. В отличие от контртеррористической деятельности, где нужны не только превентивные меры, но и доказательства причастности к актам терроризма, то есть функции роли, на войне действуют другие правила. Людей из враждебного лагеря убивают только из-за их статуса, неважно, совершили они акты насилия или нет. Форма и знаки отличия уже дают право на убийство, если конфликтующие стороны находятся в состоянии войны. ИГИЛ также довольно эффективно использует медиатехнологии, оформляя свои послания экзальтирующим методом и удачно эксплуатирует целый комплекс настроений среди потенциальных последователей. Чувство социальной справедливости, старая идея собственного государства для мусульман на фоне глубокого отчуждения в странах Запада, примитивное поверхностное объяснение для малограмотных и ленивых обывателей в комплексе позволяют достичь значительного эффекта. Поэтому ИГИЛ довольно быстро удается охватывать сразу несколько целевых групп. Буржуазные джихадисты, идеалисты, молодежь, экзальтированная культом смерти, фанатики-сектанты, криминальные элементы и неудачники, нашедшие в ИГИЛ место для самореализации. Все они пополняют ряды этой террористической организации. Хотя аналогом послужила идея Джамата, которая ранее также эксплуатировалась другими террористами-салафитами, существенным моментом идеологии ИГИЛ является упор на эсхатологию. Если брать за исходный пункт, что мы находимся в конце времен, тогда все совершаемые террористами из ИГИЛ преступления являются малозначащими событиями на фоне вечности. Это практически конец истории, о котором возвещал Фрэнсис Фукуяма, но в несколько иной, сектантской интерпретации. Но разве не были исторические прецеденты с подобными ожиданиями конца света ранее? Нашествие гуннов в Европу, чума, появление протестантизма и многие другие события. Например, упразднение Петром I института патриаршества в Русской Православной Церкви трактовались как знаки последних времен. Хотя сама концепция конца света неразрывно связана с мировыми религиями и является их неотъемлемой частью. Правда, цели ИГИЛ удивительным образом совпадают с ранее заявленными целями глобалистов. Это уничтожение как секулярных государств эпохи модерна, так и властей, претендующих на духовный порядок. Не случайно террористы угрожают как Египту под управлением светских военных, так и шиитскому Ирану и даже Саудовской Аравии, заявив, что намереваются разрушить в Мекке священную для всех мусульман реликвию – Каабу. И если Уолл-стрит и транснациональные корпорации, которые являются продолжателями троцкизма, действуют по либерально-капиталистической логике, стирая границы и идентичности народов, то ИГИЛ делает практически то же самое, но при этом самым жестоким образом, утверждая новую идентичность и новое псевдогосударство. Еще один существенный элемент идеологии игиловцев – это постоянное употребление термина «такфир», которым в исламе обозначаются неверующие. Даже Бен Ладен в свое время очень осторожно использовал этот термин. Но террористы из ИГИЛ используют его постоянно, применяя по отношению к представителям не только других религий, но даже к самим мусульманам, которые не поддерживают эту группировку. А полезные идиоты из числа завербованных новобранцев создают видимость правильности установок ИГИЛ как для самооправдания, так и для продолжения рециклирования пропаганды. Поэтому, по сути, ИГИЛ представляет собой сброд такфиритов и хариджитов, то есть тех, кто практикует политические убийства своих оппонентов, при этом считая, что большинство мусульманских правителей и простых мусульман отошло от ислама. Конечно же, основным злободневным вопросом является выработка методов борьбы с террористами из ИГИЛ. Очевидно, те превентивные меры, какие были предприняты во Франции, не являются полноценным ответом на данную угрозу. Если целью террористов эпохи модерна было запугивание населения и вынуждение правительства идти на уступки, а возможно даже его свержение, то такфириты не выдвигают каких-либо требований. Они просто убивают, рассматривая весь мир в черно-белых красках, где все, кто не с ними, являются их смертельным врагом. И даже массированные удары по инфраструктуре в Ираке и Сирии не смогут окончательно решить проблему. У руководства ИГИЛ нет фиксированного штаба. Актив боевиков постоянно находится в движении и смешан с населением.
Да и игиловцы не нуждаются в лояльности со стороны местных жителей. Не случайно военные США ранее заявили, что классическая схема 5 стратегических коалиций Ордена, которые следовали ВВС США ранее в Ираке, Югославии и других странах, подвергавшихся агрессии Вашингтона, не работает против ИГИЛ. Идеология – это то, что является мозгом и сердцем исламского государства. И именно поиск слабых мест и заблуждений, а также их четкое разъяснение в контексте исламской традиции и вызовов современности может привести к кризису и упадку ИГИЛ. Контрпропаганда – это довольно сложная работа, так как часто разоблачение выглядит как оправдательное действие и вызывает недоверие. Кроме того, сам дискурс нуждается в ангажировании подготовленных специалистов. Если в одном твиттере исследователи обнаружили более 10 тысяч аккаунтов, связанных с ИГИЛ, то, видимо, нужно создавать не менее мощную сеть из оппонентов, а не просто блокировать и закрывать блоги террористов в социальных сетях. Международное право – еще одно направление, где должны быть поставлены точки над «и». Поскольку однополярная гегемония США не смогла решить проблем кровавых конфликтов, то очевидно, что нужно формировать многополярную систему с четкими зонами ответственности определенных стран. Но даже тогда останется открытым вопрос: что делать с теми, кто являлся причиной создания прекурсоров для действующих террористических организаций, Соединенными Штатами Америки? До свидания.